Итак, в предыдущей серии мы собрали все компоненты электрокара, подвесили задний мост в воздухе и условно запустили мотор. План на эту серию — сделать охлаждение для того, чтобы нормально протестировать машину в полевых условиях. Этим и занялись. Приехала очередная партия запчастей, я съездил, забрал радиатор на автомат масляный, радиатор основной и трубки, шланги для их соединения, хомуты, помпа подкачивающая. Сейчас буду это все отмывать, примерять на машину и устанавливать. Радиатор Nissan Leaf, масляный радиатор Defender, по-моему, даже не помню, просто выбрал, чтобы были разъемы с двух сторон и узкая форма. Шланг специальный, там масло-бензостойкий, нужного нам диаметра, помпа. Хотел взять от Nissan Leaf, но она стоила сильно дороже, взяли от Nissan X-Trail. Хомуты. И есть еще вот такие всякие штуки для подключения масляного радиатора. Предварительно начал примерять радиатор. Лучше место, чем вот там, ему не нашлось. Чуть поменяет угол атаки, повыше станет, будет под углом. Вот я уже начал тут чуть-чуть под него сделал маленькую планку крепежную. Сейчас думаю, как его не колхозно подвязать везде. Еще же надо продумывать наперед, что надо оставить места для шлангов, чтобы не было заломов. Вентилятора у нас пока не будет. Я не думаю, что мы когда-либо вообще нагреем мотор настолько, чтобы потребовалось включить вентилятор. Но дальше дело за малым. Осталось все это установить, соединить и протестировать. Чем, собственно, и занялся Коля. Вот так. Вот так, без залома. Вот тут сюда. Тут мы это закрепим. Она должна прийти вот сюда. Сюда, значит, мы отрезаем. Вот так с запасом. Для охлаждения коробки автомат решили временно установить вот этот радиатор. Мы понимали, что с большей долей вероятности мы все же заменим коробку на аналогичную, но механическую, для которой охлаждение не требуется. Поэтому и крепим радиатор символично. Давайте обобщим по системе охлаждения, пройдемся по элементам, что, куда, к чему приходит. Далеко от заводской схемы мы не отходили, внесли небольшие корректировки, исходя из нашей компоновки. Из мотора, получается, трубопровод идет сразу в радиатор, из радиатора выходит в расширительный бачок. Из расширительного бачка идет в PDM, проходя насквозь PDM, идет в инвертор. Насквозь проходя инвертор, идет через электропомпу, возвращается обратно в мотор. Получается такая замкнутая система, которая в принципе должна работать. Больших температур здесь не будет, она справится, это точно. Наша цель сейчас испытать вообще машину. Просто она, как она едет, куда она едет и что в ней не так. Опять же, у нас есть непонятки с автоматом, все еще непонятно. Он поедет, он не поедет, колеса на весу он крутит, но как он поведет себя на ходу, опять же, не ясно. Уже даже внутри команды мы сами с собой не согласны, будет ли она ехать. Условно, там на первой передаче она куда-то поедет, но переключится ли она, будет ли она нормально работать под сброс газа, как себя с автоматом будет вести электродвигатель, как этим всем управлять, тем более с геймпада, до сих пор нам не ясно. Подключены, разведены тормоза полностью на переднюю ось, заднюю ось пока мы не трогаем. Даже если мы поедем, нам будет более чем достаточно передних тормозов. Осталось их прокачать. И рулевое. По рулевому у нас все готово. Сейчас наша цель залить тормозную жидкость, прокачать тормоза передние. Для этого пока такая кочерга. Сейчас покажу, как работает. Залить воду, пока, наверное, воду дистиллированную зальем в систему охлаждения, потому что, нет смысла пока от антифриза, непонятно, насколько она герметична, как это все. Сейчас все будем проверять. И заливаем масло в автомат. Чтобы прокачать систему, пока Леша настраивает связь блока с... Оп, потекло. Стоп. Значит, уже дошла тормозуха сюда, сейчас дойдет туда. Дошла туда! Ой, не капай, пожалуйста! Все, мы почти прокачали тормоза. Смотри, как все пошло. Вернемся к нашему рычагу. Рычаг, чтобы прокачать тормоза, пока Леша настраивает блок управления главным тормозным цилиндром. Работает, собранный из подножного материала, работает очень просто, как рычаг, просто вот за него мы и будем прокачивать тормоза. Он пошел уже везде выходить воздух. Попросим помочь Александра. В итоге, спустя 15 минут таких незамысловатых движений, тормоза прокачаны и можно двигаться дальше. Следующим этапом — система охлаждения. Еще заливаем пока обычную дистиллированную воду для проверки всего. И зимой, естественно, у нас машина ездить тоже не будет по улице, надеюсь.
Теперь осталось залить масло в коробку, и в теории можно ехать. Поскольку у нас не было щупа, толком проверить уровень масла мы не могли, и на всякий случай залили еще литр. После чего вкидываем аккумулятор для запуска электроники и, наконец, первый настоящий запуск. Все, можно газовать. Бублик вытащил, масло не накачивает, походу. Я пока топлю за то, что масла мало в коробке. Так, ну чтобы кто-то придерживал там тормоза, может пойти пробовал. Немного поясню. На данный момент этот здоровый рычаг выполняет функцию педали тормоза. Именно поэтому мы далеко от него не отходим. Ну вот, видишь, щупа дым идет. Ну, это фрикционно горят. Надо, наверное, масло доливать. Опять, еще. Итак, мотор крутится, но ничего не происходит. Хорошенько прокрутили мотор, и из щупа слегка пошел дым. И мы решили, что надо долить масло. Плюс литр сверху. Мне нравится, как она включается. Еще надо такой тумблер, и чтобы он как в этих фильмах искрил. После чего снова крутим мотор, и опять ничего не происходит. Ну, почти ничего. О! Ты? Саня! Я такой, все, тачка поехала. Нам подсказали, подтолкнуть надо, может быть. Ты не лезешь, что ли? После чего произошло следующее. Либо у нас, как парень, мы с Венцем общались, он говорит, там у нее клапана, ну нет, он говорил, что просто ее если крутить, она там в тупом режиме в первой или в третьей на аварии, она типа поедет все равно куда-нибудь. Кто? Никто не толкал? Нет, сам. Короче, мало масла по итогу. Может, ее надо на каждом режиме прокачать? Короче, здесь они еще масло еще, будем еще ее кормить, пока она не начнет делать. Снова заливаем литр масла и продолжаем тест. Нет! Тихо! Все-таки она едет. Тут мы решили, что дело было явно в нехватке масла, и наверняка заливаем еще литр. К этому моменту стало понятно, что адаптировать под наши цели автоматическую коробку передач определенно можно, но значительно проще все же поставить механику и упростить механизм. Осталось лишь купить новую коробку, с чем нам здорово помогает карта Тинькофф Platinum. Причем не обычная карта, а вот в таком классном дизайне из ограниченной серии, подчеркивающем уникальность регионов России. В этой серии 6 зверей олицетворяют 6 регионов страны. Тигр — это Дальний Восток, орел — Кавказ, олень — Поволжье, медведь — Сибирь, волк — Урал и леопард — Юг. По-моему, отличная идея. А оформив карту до конца ноября, можно получить бесплатное обслуживание навсегда. Также преимущество карты — это кредитный лимит до 1 000 000 рублей, переводы бесплатно до 50 тысяч рублей без подписки и до 100 тысяч рублей в месяц на карты любых банков с подпиской Тинькофф Про. Ты даже можешь перевести деньги на дебетовую карту и снимать наличные. Кэшбэк до 30% по спецпредложениям, где один бонус равен 1 рублю. Рассрочка до 12 месяцев на любые покупки. Просто выбираешь недавно оплаченные покупки от 1000 рублей в приложении Тинькофф и подключаешь рассрочку. Все элементарно. Переходи по ссылке в описании и успей оформить карту Тинькофф Platinum до 30 ноября, чтобы получить бесплатное обслуживание навсегда. Ну все, подожди, реверса у нас так и нету. Если у нас получилась первая драйв, Так мы проверяли. в коробке реверс. Ну, пробуй сейчас обратно. Так я вот и хочу. Там батарея, может, она в батарею не хотела ехать. А реверс где? Драйв, паркинг, реверс, да? Нет. Как? Кто на автомате ездит? Ну тут посмотри, вот драйв следующий. На себя. Вторая. Вторая сзади получается. Подвешиваем задний мост в воздухе и прогоняем коробку на всех передачах, тем самым пытаясь прокачать всю систему. После чего, довольные, опускаем машину на землю с твердым намерением ехать. Но тут опять неудача. Все, сейчас точно еду вперед. Успех. Если успех там, то я туда.
Затем еще минут 20 тестов и обсуждений, и снова рандомно машина идеально плавно стартует и отлично едет. После чего останавливается и снова никак не реагирует на кнопку газа. Тут мы пришли к выводу, что лучше бы она вообще не ехала, и мы бы спокойно похоронили эту идею и приступили бы к установке механической коробки. Радик теплый. Типа коробка греется, то есть в радике масло есть. В итоге мы проверили масляный радиатор, масло в нем есть и он теплый, а это значит, что система работает и масло циркулирует. Для пущей надежности заливаем последний литр масла, после чего еще один последний литр и очередная попытка. Ну, у нас либо трубка робкая, она прокачана, у нее масла достаточно. И как вы видите, снова фиаско. И тут общими усилиями мы все же заметили закономерность. Если включить передачу, то есть драйв, в тот момент, когда двигатель хотя бы минимально крутится, то все работает идеально. Тут же проверили эту теорию, так оно и оказалось. Ну вот и она едет. А когда остановимся, он уже не едет. Да. Работает схема как-то? Я чуть-чуть держу газ, но чуть-чуть сейчас едет. уже не поедет, правильно? Сейчас она второй раз не поедет. Все, второй раз она не едет. Ну, что вы думаете, если ее все-таки вытолкать и пока есть народ, просто проехать? Ну, потому что это не страшно, плавно, медленно, не надо разгоняться, просто медленно проехать, развернуться и заехать. Раз мы уже собрались, еще не темно. И вопреки сотен комментариев о том, что коробка-автомат никак не будет работать в такой цепи, все же мы доказали обратное. Осталось лишь решить некоторые нюансы. Для полноценного тест-драйва выкатываем машину на специальный закрытый полигон, и как вы видите, все отлично рулится, управляется и едет. Единственный нюанс, так это отказавшие тормоза. Одно из соединений оказалось бракованным, и мы ездили на минимальной скорости. Но запас мощности был огромный. По сути, мы нажимали на кнопку всего на 2-3%. Давайте подытожим. Изначально мы поставили коробку автомат. И да, это было сомнительное решение. Сделали мы это только потому, что эта коробка у нас была и решили, что схема должна работать. Нам было интересно испытать именно такую комбинацию, имея в виду, что при первой необходимости мы заменим эту коробку на механическую. Заранее, конечно, убедившись, что существуют взаимозаменяемые аналоги с механикой. Именно поэтому мы сразу сделали добротное крепление и все переходники. Помимо сотен комментариев о том, что коробка-автомат никогда не будет работать, было еще несколько сотен комментариев о том, что коробка переключения передач нам вовсе не нужна в этой схеме. Частично это правда. Машина действительно бы ехала без коробки, но недолго. Об этом немного позже. А мы закатываем буханку обратно в бокс и двигаемся дальше. У нас были испытания, все видели, и все-таки решили попробовать поставить сюда механическую коробку передач. Она едет с нюансами, не без нюансов, но она едет. Нюанс заключается в том, что она едет только после того, если вот мы ставим ее в паркинг, раскручиваем мотор, и пока он еще там не до конца остановился, переключаем его в драйв, и тогда она едет. Она отзывается на газ, разгоняется, можно отпустить газ, потом опять нажать газ. Все здорово, ну типа нас все устраивает. Но вот эти мелкие нюансы, плюс она люто абсолютно стала течь отовсюду. Здесь сальника включения передач. Еще там по низу, по поддону. Ремонтировать ее нет смысла, поэтому мы попробуем поставить сюда механику. Сейчас подберем механику, которая станет на наш фланец и, которая будет требовать по минимуму переделок. Перед тем, как установить новую коробку, сперва скидываем старую, и можно двигаться дальше. Взяли у ребят на разборке коробку с условием того, что смогу ее вернуть, поехать. Вроде все похоже, но надо мерить. Та коробка, что я привозил в прошлый раз, нам не подошла абсолютно. Она и по колоколу совсем не стала, и по длине вообще никак ничем не подошла. Нам подсказал человек, что любую коробку покупать, она станет. Они визуально все очень похожи, но имеют все равно все свои различия. В этот раз я взял другую коробку. Она нам тоже уже, как оказывается, не сильно подходит, но есть хотя бы шанс ее поставить на машину. Потому что совпадут некоторые из отверстий, остальные мы что-то досверлим. Но главное, чтобы она стала по хоть каким-то отверстиям, чтобы центровка осталась. Еще надо нам купить для нее диск сцепления, чтобы взять с него шлицевую часть. Сейчас буду на машину пытаться ее устанавливать. Вот такой вид имеет с механикой. Прикинул, совпали только два верхних болта.
Визуально прям первичка с мотором тоже все четко стоит. Из того, что нам придется переделать, надо поменять сзади крестовину эту, муфту на ней, чтобы она подходила к нашему флансу. И доработать крепление подушки опорной, перенести ее чуть-чуть ближе влево. А так, даже по всей видимости, может быть, не придется кардан доращивать, потому что он здесь вот на шлицах двигается. Возможно, нам хватит этого расстояния. Но, в принципе, все не так плохо. Что еще немаловажно, тоже при выборе на это обращал внимание, чтобы механизм включения передач был, желательно линейный. То есть у нас здесь передачи переключаются только линейно, то есть в двух направлениях. Вот это выбор ряда, а это включение самой передачи. То есть две функции тяни, толкай. Нету никаких торцов, ничего. То есть мы сможем сделать управление включением передач дистанционно, если нам это понадобится, хотя бы банально типа вперед-назад. Так, ну и раз мы определили, что мы останавливаемся на этой коробке, то первым делом мы ее моем. Это самое важное, потому что, это прям сейчас выглядит отвратительно. Меняем хвостовик задний и достаем всякие вот эти штуки лишние. Приводим ее в состояние, с которым можно было бы работать, и начинаем работать. Ждем диск сцепления, от которого мы возьмем центральную шлицевую часть. Вот такой вид имеет отмытая коробка. Уже поаккуратнее, уже можно ее трогать без вреда для здоровья. Ну а теперь дело за малым. Осталось всего-навсего придумать пару переходников, проставок и вкинуть коробку на свое законное место. Но предварительно снимаем все необходимое со старой коробки. Вообще наша буханка — это в каком-то смысле метафора слова «перестройка». С одной стороны, это советская классика, а с другой — современная ее интерпретация. Кто-то из вас явно застал это время, а кто-то видел только в фильмах. И уже сейчас можно увидеть новый сериал по мотивам конца 80-х. «Слово пацана. Кровь на асфальте». Это уникальный проект. Вышел 9 ноября и доступен на Wink. Это история брошенных на произвол судьбы детей, игнорируемых родителями и обществом. И для того, чтобы не пропасть, они сбиваются в стаи и решают свои проблемы по своим законам, законам улицы. Главный герой Андрей из интеллигентной семьи, но в школе постоянно подвергается жесткому буллингу и издевательствам со стороны одноклассников. И в один момент он решает изменить расклад и встать на сторону уличных пацанов. И его жизнь начинает становиться иной. Мрачной, жесткой. Особенно, когда вместе с дружбой на крови в историю включается и криминал, и угроза жизни. А за каждое действие нужно платить. Друзья, я предлагаю вам самим увидеть этот сериал, чтобы оценить реалии, воспитавшие десятки и сотни тысяч подростков того времени. Так что смотрите опасную историю Андрея и его друзей в проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте». По ссылке в описании. И поделитесь своим мнением об этом сериале. Приехала самая срочная, самая долгожданная посылка. Ехала 3 дня, мега долго, ждали это все. Приехала бэушная корзина и диск сцепления чтобы поставить на механику. Это все пойдет в мусорку, пришлось переплатить, конечно, но нам надо вот только вот это шлицевое. Наша цель отсюда достать это шлицевое, чтобы его срастить с тем, что у нас есть на коробке. Будем сейчас этим заниматься. Пришли сразу же резцы для токарника, поэтому, возможно, первая стружка прям сегодня и пойдет. Сейчас я распаковал, цель померить, подходит ли оно вообще к нашей коробке. Идеально. То, что надо. Не зря мы ее ждали 3 дня. Поэтому разбираюсь. Мне надо сейчас разобрать, скорее всего, рассверлить эти все заклепки, чтобы аккуратно достать центр, и этот центр соединить вот с нашим старым переходником, где у нас шлицы от Nissan Leaf. Но дальше дело за малым. Осталось высверлить все точки крепления, освободить деталь и освоить токарный станок. Этим и занялся Коля. Забегая вперед, скажу, что на все про все ушло чуть меньше 1 колядня. К этому моменту нам порядком надоело каждый день ездить к токарю, и мы все же решили приобрести простенький токарный станок, для того, чтобы закрывать хотя бы простые потребности. Кстати, если планировали прикупить какой-то станок от Jet, сейчас самое время. До конца ноября у них проходит акция «Черная пятница» с отличными скидками. К слову, там мы и выцепили наш токарник. Я разобрал сцепление, диск. Вот то, что нам было надо, именно шлицевая часть. Померил все на механику. И получается, что нам нужна... Здесь должна быть дистанция 20 миллиметров. Сейчас отрезаем вот это лишнее, чтобы оно не мешало. Здесь у нас проточено на токарном станке отцентровано. Когда точили вот эту проставку, я ребят просил, чтобы все плоскости были соусные, то есть за один проход.
И вот из этой трубки толстая стенка, по-моему, 35 миллиметров она, или я уже не помню на самом деле, бесшовная. Вытачиваю переходничок отсюда сюда. Все подпрессовываем и обвариваем. Ну вот пока план такой, сейчас буду пытаться это все осуществить. За токарным станком никто особо не работал, поэтому будем учиться, обучаться. Да, действительно, у нас в команде ни у кого особо нет опыта в работе с токарным станком. Именно поэтому мы и взяли небольшой настольный станок, которым в итоге очень довольны. Надеюсь, что со временем мы дорастем до большого профессионального станка. Но пока какие-то сложные задачи будем выполнять на стороне, а простые будем делать своими силами, тем самым набивая руку и развиваясь. Первая деталь я вот сделал, проточил. Вот она у нас будет вставляться сюда. Вставляется плотно, не люфтит ничего. Теперь идея в том, чтобы подготовить вот эту деталь, обрезать лишнее в круг, потом приварить вот это к этому фланцу и уже всю эту деталь зажать и сделать вот здесь нужный диаметр под это, чтобы все было соосно максимально. Вот с этой пока не решил как. Сейчас, наверное, болгаркой лишнее обрежу, а потом просто на станке облагорожу. Наверное, будет так. А вот первая стружка, ребят. Прелесть. После чего еще несколько проходов, и конструктор в целом готов. Осталось собрать все воедино. Вот она подготовлена, заклеил. Часть, от которой мы будем потом базироваться. Очередной раз не перестаю восхищаться этим столом. Ну, мы везде применяем. Я на него даже GoPro ставлю на все эти крепежи. И кладу именно так, чтобы снизу не было никаких прихватов, ничего, чтобы от сварки, когда масса будет, не прихватился низ. Все, я вот спокойно буду вот так вот вращать. Я говорю, вот здесь вот. Наверное, может быть, даже за один проход. Тут Коля говорил о сварочном столе от Сварка 3D. Это действительно мега удобный стол, на который у нас есть небольшой обзор. Ссылку можно найти в описании ролика. Некрасиво, но надежно. А это главное. Так, я в спешке, воодушевленный тем, что у меня получается. Уже даже эту деталь сюда посадил. Зашла она с легкой посадочкой молоточком. Вообще тюкнул чуть-чуть. Тут снята фаска. Тут есть пробел маленький специально, для того, чтобы я все это сейчас заварил. Все крутится. Биение здесь есть на фланце, но фланец у нас не участвует в этот раз. Его можно даже срезать. Ну, я просто не срезал, потому что это ничего не имеет значения. Все, шлицы с этой стороны, шлицы с той стороны. Наш готовый переходник. Ставим. Так. Сейчас я буду пробовать засунуть коробку. Наконец, переходим к самому интересному. Собираем лего для взрослых. Думаю, уже сейчас понятно, что будущее за электрокарами. Хотим мы этого или нет. Анализ показывает, что к 2030 году каждый третий проданный автомобиль будет электрическим. Это я узнал, подготавливая пост для нашего второго телеграм-канала. Веду его я кое с кем очень известным. Там мы пишем короткие посты про технологии, необычные изобретения и крутые стартапы. А на 15 тысяч подписчиков раскроем второго автора канала, и вы удивитесь. Ссылка есть в описании ролика. Коробка стоит, совпали два болта у нее, вот эти вот верхние, и это уже хорошо. Она отцентрована, все валы соединены, все крутится. Слышно, как вот я включил передачу, крутится электромотор. Ничего нигде не задерживается. Ну, все как будто бы хорошо. Сейчас задача добавить крепежных отверстий. Здесь два, и, наверное, снизу добавлю пока еще два, чтобы проверить, как эта вся конструкция вообще себя ведет и работает для первого выезда. По кардану поменял я фланец задний, поставил муфту, снял пыльник отсюда, чтобы видеть, сколько шлицов у нас, длины шлицов. Вот, если ставить просто так, во-первых, здесь болты не закрутятся, а во-вторых, шлицов маловато. Поэтому сейчас временно сюда залетают проставочки для крепления. Проставки я, наверное, сделаю вот из этого фланца. Отрежу просто вот так. Тут ровно, тут посадка, поэтому все должно быть четко. Разгоняться до каких-то космических скоростей на первом выезде мы не будем, а в дальнейшем, чтобы не переделывать, скорее всего, кардан, потому что это дорого, мы сделаем либо сюда еще проставочку и добавим на хвостовике проставочку тоже, и тем самым задвинем шлицы внутрь. Одену пыльник обратно, и все это соберется. Еще остался открытый вопрос по задней опоре коробки. Это не подходит коробка короче. Подушка, по идее, подходит к коробке.
опору чуть-чуть надо выдвинуть туда. Поэтому сейчас это я срезаю и выдвигаю, варю новую консоль. Как вы поняли, все эти задачи Коля поставил сам себе и тут же, не смея себе перечить, принялся их выполнять. В итоге просверлили недостающие отверстия и нарезали в них резьбу. Затем отрезали площадку крепления подушки и уже основательно закрепили коробку на своем месте. Пилил я старое крепление, отделил от него пластину, чтобы новую не делать. И трубку все это разрезал. И я думаю, что я даже обратно эту трубку поставлю с этой стороны. И вторую пущу на обратную сторону, поддерживающую, чтобы крепление не клевало у нас. Как вы поняли, Коля собрал отличную команду. И после того, как получил конкретный план действий, тут же принялся его выполнять. И уже к концу колядня имеем вот такую красоту. По технической части у нас все готово по механике. Кардан я соединил. Здесь такие маленькие проставочки, куски от прошлого фланца. Они здесь входят в паз, у них здесь есть плоскость. Поэтому проблем не должно быть. Временно, не временно, не знаю, как она себя покажет. Сварил такую штуку, даже не обваривал ее пока полностью, обварил с этой стороны. Потом, когда будем снимать все, красить, обварю с той стороны, с обратной. Спешка сейчас у нас из-за выезда присутствует, потому что скоро будут дожди, уже как бы идут дожди, поэтому выехать нам прям горит. Поэтому все подключаем. Сейчас, наверное, там уже мокровато на улице. Замаскируем все здесь стрейч-пленкой, хотя бы защитим. И будем пробовать тестово выехать. Потому что сейчас будет зима, и у нас прям, пока это все не доделается и не закроется, не загерметизируется, не будет такой возможности. Наш маразм крепчал, поэтому Свет увидит вот такое творение пассажирских мест для управления сим чудом. Так как у нас еще работы по управлению всего этого с геймпада не закончены, там есть моменты, то вот так вот выглядит место водителя и пассажира. Как есть. Палочки, досочки, хомутички. Все по классике. В итоге мы решили не ждать хорошую погоду, которая может так и не прийти, а упаковали машину и выгнали на очередной тест-драйв. Напомню, что самые свежие и актуальные новости можно посмотреть в нашем телеграм-канале. Там мы рассказываем всю внутреннюю кухню, затраты, цены и сложности. Нас уже 45 тысяч, а на 50 тысяч подписчиков мы решили сделать крупный розыгрыш. Так что залетайте и поддержите нас, осталось совсем немного. Мне все еще очень не нравятся тормоза. Им, походу, не хватает электрической части, ну и все. Ну что, пробовать будем? Ну смотри, тормоза. Смотри, тормоза. Ну смотри, тормоза. Как вы видите, все работает отлично. Осталось лишь разобраться с тормозами и запитать все на геймпад. Однозначно, механическая коробка – это правильный выбор. И вот пару слов, для чего она вообще нужна. В целом, мы используем коробку по прямому ее назначению. Для того, чтобы изменить передаточное число. Если соединить электромотор напрямую к заднему мосту, то мы получим большую нагрузку на электромотор. Да, на электрокарах, конечно, нет коробки, но там все устроено совсем по-другому. А для того, чтобы относительно грамотно заставить вращаться наши колеса, она все же необходима. В следующей серии мы сделаем простенький расчет и наглядно его продемонстрируем. Ну а вам спасибо за просмотр и добра от топора.